Прогноз погоды. Нет, просто у нас такие тут съемки получились, декорации целые, как на телевизионной студии. Нормально? Мы растем, нас вынуждает человек, который в гости нас сегодня Ричард пригласил, расти. Так что, надеюсь, вы зацените тот формат, который мы для вас подготовили, ознакомительного, просветительского, видео. Да. Приветствую. Приветствую. Это Ричард, повторюсь. И Ричард, наверное, так можно сказать, самый зеленый человек в Латвии, да? Самый... Ну, пусть будет, пусть будет. Человек, который производит AdBlue. То, с чем сталкиваются водители каждый день, и то, чего водители не знают. И боятся иногда. И боятся. Да. Поэтому ключки ставят. Попробуем сделать так, что, говорится, хотя бы прояснить некоторые вещи и рассказать основные какие-то базовые точки, как мы можем сами не испортить себе жизнь с AdBlue. Находимся мы в Олайне, в Латвии, да. Место, где его как раз делаем. Для меня, сразу скажу, было очень большое удивление, когда я узнал о том, что в Латвии производят AdBlue. И то, что это латвийский бизнес на 100%, да? 100% латышский, да. И то, что сколько, 16 стран уже, да? Ну, с 2007 года у нас сейчас 15 стран, где реально есть Кросскем. Это предприятие, которое реально создавалось в 2007 году здесь. Да. И сейчас оперирует уже, скажем так, своими мощностями. Экспорт товаров уже больше 50 стран. Это ответ на вопрос про возможности в Латвии, да? Просто немногие люди верят в то, что в Латвии что-то можно делать, а еще меньшее количество людей что-то делает. И вот мы как раз вот с таким человеком сейчас общаемся, который что-то делает глобально, находясь в не самой большой стране. В 2007 году хозяйственность просто начали развивать, в 2009 году, в принципе, начали производить. Основная фишка AdBlue, это, так, возьму совсем образно, да? Да. Но если есть для непонимающих, да, тоже можно быть. Тоже не понимаю. Вот есть у нас мотор, мотору нужна какая-то энергия, там, дизельная, бензиновая, газовая, там, электро, все равно, чтобы двигать что-то вперед. Да. И после него, если мы используем там дизель, бензин, да, есть выхлоп. И с газом есть выхлоп, да, и они разные, там, скажем, вредные выхлопы, там, CO2, NOx, углекислый газ, да. Его как-то надо с ним бороться, потому что Европа говорит чище, 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 да. И у нас сейчас на данный момент, есть альтернатива, да, сидеть на электричестве, сидеть на газу или как бы что ни было. Но есть все-таки дизели, немало популярные, в принципе, как раз в сфере транспорта. Вот и получается, что такой довольно простой продукт создан, который с 70-х годов еще прошлого века снижал как раз углекислый газ в больших металлургических предприятиях. Да? Причем идея такая, там в составе самое ценное — это аммиак, 15,6% аммиака. То есть фактически мы приходим к тому, что при конкретной температуре выхлопной системе, где уже как раз образовываются выхлопные газы, впрыскивается AdBlue, которая нейтрализует NOx там, на 98%. Это касается дизельных, да? Это касается дизеля, да. Сырье для производства AdBlue, так называемый карбамид. Вот из этого состоит то, что он заливается в машины, правильно? Да. AdBlue — это всем известный раствор карбамидо-аммиачной смеси, давно известный, так называемая мочевина, которую там, условно скажем, что даже там фермеры на полях как удобрения льют, да, но почему AdBlue, почему такое название? Это все дико регулируется, стандартизировано. У AdBlue очень высокие стандарты по качеству, именно по чистоте, потому что системы, которые фильтруют выхлопные газы, СЦР так называемые, очень тонкое оборудование и очень большое требование по качеству именно самого продукта AdBlue. Он должен быть очень чистый, чтобы система жила долго, работала исправно. Как только попадает какая-то малейшая грязь, начинают забиваться форсунки, выходить насосы из строя, и потом это очень дорого. Сколько с одного бэга получается примерно? Примерно по литрам, мы мешаем в пропорции
Из 5 тонн карбамида, допустим, выходит 14 кубов AdBlue. Все это проверяется, тестируется, сдается в лабораторию, получаются анализы, и только после получения анализов продукт выдается клиенту. Автомашина, она и так и сделана, что был мотор, да, и много катализаторов. И каждый из этих катализаторов делал дополнительное давление на мотор, чтобы продавить эти выхлопные газы через эту трубу и катализаторы. Что значит, мотору надо было больше силы давать, чтобы это вообще через это продвинуть. Что значит больше потребления, опять же, того же самого топлива. Сейчас SCR-система это почти труба, фильтр, который ты на солнце смотришь и насквозь видишь, как воздушный. Да. И туда просто впрыскивается AdBlue. То есть мотору легче реально работать, с этим падает потребление топлива очень рационально, да? Это там те же самые 5, 6, 7% реально топлива у SCR, у AdBlue-шных машин ниже. Ну и на место этого нужно залить AdBlue. Вопрос, сколько он стоит. Дизельное топливо мы знаем, сколько стоит, сколько же стоит AdBlue. Есть разные цены, но мы, так как производители, знаем, что этот уровень, в принципе, так, ну, с больших клиентов, да, там, топовых, там, в принципе, 20-25 центов на литр, это то, что реально вот производится, доставляется, и жизнь вокруг этого и ведется, да. Это реальный завод, просто, ну, маленький сделанный, да, макет реального макет такого, завода, да, реально. Вишкова завода. Тут высота, чтобы понимали, примерно под 8 метров у этих емкостей, да? И это реальный человек под его размер, под 2-метрового человека размер, который реально обслуживает как раз это производство. За смену мы вот с нашей технологией можем произвести 1,5 миллиона литров. Хорошо, значит, получается, куда-то закачивается вода. Да, ну Вода- вообще, скажем так, у нас артезийские скважина, Да. 150 метров, оттуда уберется вода, ну какая она есть, такая она есть, да? Да. Но она очищивается до той стадии, что у нее нет уже ничего. В принципе, мне тебе как будто вредно было бы даже пить, да? Ну, можно, но она выбирает из человека, как говорится, те, может быть, хорошие вещи, которые у нас есть, да? И электролиза там, в принципе, он не вводит уже электричество. Водичка уже, говорится, можно сказать, мертвая. Ну и тогда к этой воде добавляется уже специфичный состав химии, который при температуре, при конкретных там обстоятельствах доводится до того жидкого состояния, которое мы уже, в принципе, ну, привыкли видеть как AdBlue. И только тогда, когда реально конкретный объем партии, скажем, произведен, с нее берется пробник и обязательно уходит в лабораторию. Лаборатория делает анализ 19 химических параметров и смотрит, да или нет. И реальная ситуация такая, что но то, что анализируется уже 4-я цифра за запятой. Значит, мы ищем тысячные доли в миллиграммах. И исходя из этого, когда мы получаем сертификат по конкретному партии, только тогда его фасуют уже в мелкую тару, побольше тару, в цистерну и увозят уже конкретным клиентам, где бы они ни находились. Мы находимся в данный момент на нашем производстве. Здесь конкретно и происходит вся магия превращения карбамида в AdBlue. Процесс автоматизирован, по сути управляется одним человеком на нашем производстве, и при нынешнем спросе, а спрос только растет, как раз закрываем потребности производства. Начинается, что потом... Поэтапно вот берется тот белый мешок, как мы говоримся, условно засыпается в реактор подается деминерализованная вода, абсолютно мертвая, очищенная вода чистейших H2O. Происходит химическая реакция, процесс смешивания, и на выходе получаем продукт, скажем так, AdBlue. Этот продукт накапливается в емкостях накопления, собирается определенная партия, все это дело рециркулируется, берется анализ, получаем результаты анализа, и продукт готов к выдаче. Дальше он фасуется по различной таре, скажем так, либо это вот такой EBC контейнер кубовый, либо наливом, у клиента собственная заправочная станция стоит. тоже, да? Да. Также у нас эти станции берут клиенты. Мы устанавливаем клиенту свою собственную станцию AdBlue, приезжает наш заправщик, его заправляет. Емкости различные, в которых поставляем, от литровой бутылки до контейнеры, балк-контейнеры 23 куба. В Латвии это единственный завод, правильно?
В Латвии, да, это единственный завод, но у нас есть производство и в других странах. Так-то все очень просто, да, звучало, то есть. Выглядит, на самом деле выглядит все просто, но главное соблюдать именно меры по производству и чистоте продукта. AdBlue очень требовательный к чистоте. Да, там, наверное, все самое важное происходит в реакторе. Это то, что не увидишь и... По сути, да, реакция. Для клиента, для меня, для потребителя, в тот момент, когда я купил AdBlue, важно же что сделать, чтобы он работал и, ну, в принципе, работал долго и мне проблем не создавал. Основные проблемы появляются в тот момент, когда клиенту доставлены чистый, хороший, правильный AdBlue, и он начинает его, говорится, придумывать, как разными способами, ну, можно сказать, испортить, да. Ну и вот тут получается ситуация такая, что бывает иногда, что канистры, и каждому кажется, что канистра же у всех одинаковая, да? То, что в ней соляра была там пару дней обратно, как будто ничего, водичка прополоскали, поехали. Как только туда зальется AdBlue, а потом зальется в бак, даже микрочастицы соляры, сразу будут закрывать целый там ряд резинок, которые специально работают для того, чтобы, как они почувствуют масло, масляный состав, они взбухают и закрывают систему. Значит, ну все. Следующий шаг — это сервис, это счет, это оплата. Дальше есть, ну, там, бочки, больше, побольше, поменьше бочки. Ну, у них есть там оборудование, насосы, пистолеты. И бывают такие основные проблемы, когда вот этот пистолет стоит вот примерно здесь. Ездит погрузчик, ездят грузовики, пыль, все это здесь же. И он берет этот пистолет и засовывает себе в бак. Нажимает кнопку и поехало. Все, что только что было здесь на полу, появляется у тебя в баке. Все, форсунка летит, это летит, и пошли следующие счета, чего тоже не нужно делать. Почему, да? Просто надо какую-то стерильность использовать. Мы же говорим, что вода там, ну, настолько чистенькая, да? Состав всех остальных элементов, в принципе, аптечного качества. И мы потом берем просто, там, не знаю, грязную посуду, ведро, и портим просто этот товар. И вот с этого и начинают. Парк у нас тоже есть грузовиков, которые ездят уже там 7, 8, 9 лет, и с AdBlue ездит, и ни разу не было никаких проблем, да? Что может произойти, если AdBlue в дизельный бак попадет? Ну, во-первых, AdBlue тяжелее дизеля, она сразу осядет вниз и попадет реально в двигатель. И подумай, если вода попадет в двигатель, что там будет? Ну, ситуация, ну, там простая, там ремонт будет супер дорогой. Например, вот я еду в рейс. Да. У меня с собой камечко AdBlue. Да. Как мне чисто тогда туда залить? Каждой канистры AdBlue должен быть сливной шланг. Да. Значит, этот сливной шланг тоже должен быть стерильным. Надевается, открываешь крышку, там всегда за крышкой, в принципе, стерильная и резинка, все такое. Все, и аккуратненько переливаешь и спокойно едешь. Но если ты зальешь менее концентрированный товар, ну, скорее всего, он более быстро уйдет. То есть километров поедешь меньше. Да. У нас есть сетка своих заправочных станций. Можно там карточку заказать или что такое и покупать AdBlue по ценам производителя. Это реальная ситуация. Сегодня многие так пользуются. Важно просто знать, что продукт любит стерильность. Второе, автомобиль, он предназначен работать со стерильным товаром, а не, говорится, с водой. Не слышал о последствиях, правда, но слышал, что некоторые заливали воду, да, в бак. Ситуация у нас была в Австралии, когда клиент залил в радиатор AdBlue. Ну, реально, вместо охлаждающей жидкости. 35 тысяч долларов был в счет. В общем, вот ситуации бывают разные. Что это за бочки? По бочкам, как говорится, да, бочки у нас есть разные, разных размеров и для разных нужд, как говорится. Конкретно эти емкости, то, что у нас имеется, это наше предложение, скажем так, для наших клиентов по возможности заправки транспорта, который у вас имеется, как говорится. Это дизельные станции, которые мы продаем, устанавливаем, перестраиваем под ваши нужды. У вас собственная заправка на собственной базе, вам не надо ездить по заправкам, заказываете себе бензовоз, он привозит вам топливо, просто заправляетесь у себя на базе. Есть различные системы, все это дело устанавливается. Это одна из простейших комплектаций, скажем так, да. Ну, есть под нужды клиентов более дигитализированные, скажем так, с удаленным контролем, контролем водителей, конкретными чипами под каждого водителя присылаются, и все это мы можем вам поставить и установить. Идея в чем, если транспортная компания хочет
получать скидки от количества топлива, которое она покупает за раз, наверное, оптом. Да, да. Да, они ставят у себя на территории такую бочку, ничего не надо закапывать. Да, емкость соответствует всем нормам латвийского законодательства. Она регистрируется и заправляется все на базе. Сколько здесь кубов? Это конкретно 9 кубов, рядом ее младшая сестра 5-кубовая, есть тоже 5-кубовые, но в другом исполнении, как говорится. Все на ваше усмотрение. Сколько примерно стоят они? В зависимости от комплектации, от самых маленьких от 1500 до 10-12 тысяч, зависит от вас. Ну, наверное, транспортной компании сколько надо машин? Машин 10-15, наверное, чтобы это уже... Ну да, актуально при большом автопарке, скажем так. Если у вас небольшой автопарк, то есть мобильные решения до 2 кубов, 1,5 куба. А, даже так есть, да? Да, даже есть такие, устанавливаются на пикап и просто 12-вольтового аккумулятора. Это, наверное, и фермеры тоже, да, получается, покупают? Да, да, покупают фермеры, им очень удобно, в пикап забросил, поехал, комбайн заправил, все четко, прямо на поле. Да, у нас очень есть, скажем, выработанная такая, как это, РОХС грамота, да, это путеводитель, инструкция, да, которую клиент может запросить, и мы вышлем при большом удовольствии, как, что основные точки как раз работы, безопасного работы с AdBlue. Те технические решения, которые сегодня придуманы, они есть. Автомобиль, во-первых, он чистый, да, он реально выхлоп у него, ну, представляешь, если около выхлопной трубы ты можешь лежать и у тебя вообще не задохнешься, и это что-то уже значит, да? И второе, сколько же это стоит, сколько километров проезженный стоит. Мы можем думать про электричество и все остальное, но когда мы реально посмотрим на чистые цифры, ну, там реально выигрывает дизель, да, вот и все. Вопрос только там политики, да, остается. Вот тебе как самому, вот, скажем, хозяину автомобиля, что было бы важно? Ну, за сколько ты поедешь, правильно? Сколько будет цена твоего километра? Важно. Важно, да. Экология тоже важна. Ну вот из этих обстоятельств, если мы так возьмем, инфраструктура важна, чтобы ты мог нормально заправиться. Дизель AdBlue – это хорошее, эффективное решение. Не нужно его портить, и тогда не будет счета за, скажем, сервис. И поэтому ну, вот есть то, что мы можем взять, поделиться, с удовольствием это делаем, так что если у кого-то будут вопросы, мы будем рады на них ответить. Спасибо Ричарду, Виктору и Паше. Но мы переходим к более приятным вещам, к заключению договора с компанией CrossChem, потому что мы решили тоже использовать их AdBlue для наших машин. И с нами сегодня Виктория. Она нам расскажет, покажет, что нам для этого нужно. В течение месяца вы заправляетесь у нас на заправку, да, и раз в месяц вам приходит счет, который нужно оплатить по данному соглашению. В первых числах получаете счет, да. Сразу же скажу, что счет вы получаете по электронной почте, которую вы указываете, да, счет электронный и годен без подписи. Да. Сколько обычно вот у компании, которая уже несколько лет работает, ваш клиент, сколько у них лимит в среднем? Разное. Здесь зависит уже от компании, да. Все индивидуально. В каждом договоре есть вся информация по поводу вашего менеджера, да, то есть его телефон, электронную почту, да, то есть если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете с ним созвониться, да, и уже обговорить определенные моменты, которые вас интересуют. Получается, мы сейчас подписываем, мы получаем карточки, правильно? Да. Да. То есть мы выдадим вам карточки, да. Сейчас вам. Да, то есть так выглядят наши карточки, да. И что туда входит эта карточка, это только для AdBlue или что-то мы, Да. может быть, не знаю, мы, наверное, не рассказывали про то, что CrossChem производит не только AdBlue, но производит еще много всяких других разных продуктов, например, антифриз, например, для стекол. Все верно. Да. Это тоже возможно при помощи этой карточки покупать или... Нет, то есть данная карточка, она позволяет заправляться именно на наших заправочных станциях, да. Если вы хотите приобрести нашу продукцию, да, то данный договор, он стандартный, вы по нему также можете приобрести любую другую продукцию. Да. Можно обговорить моменты с менеджером,
То есть, если вас интересует, то по поводу цены, по поводу предложения, и он все может рассказать. Мы еще приложим карту, да, чтобы вам было более удобно ориентироваться, где находятся наши заправочные станции. Да, они находятся не только в Риге, но и за Ригой. Спасибо, Виктория, большое. Да, мы согласны, мы подписываем, и надеюсь, мы будем сотрудничать, кстати, не только по заправке AdBlue, но также и по перевозкам AdBlue. Да. Спасибо. До свидания всем. Счастливо. Сегодня у нас 28, да? Угу.